Друзья, всем привет! Как у вас дела? Сегодня я хочу записать видео на тему, как выбрать и купить деревенский дом. Очень много комментариев под моими видео вот как раз на эту тему. Все спрашивают меня: Наташа, подскажи, как выбрать, на что обратить внимание и так далее. Очень часто я вижу эти комментарии с самого начала моего блога, а веду я уже его год. И вот сегодня я решила все-таки записать видео на эту тему. Я думаю, что оно будет многим полезно. Ну, начну с того, что деревенский дом – это вторичное жилье, и по понятным причинам, что здесь всегда что-то нужно переделывать. Здесь идеально все не будет так, как вы хотите, по-любому. Например, у меня дом 1976 года постройки, и ему уже почти 50 лет. Конечно же, идеально совпадающих параметров вы никогда не найдете во вторичном жилье 100%. По-любому либо с чем-то придется мириться, либо что-то переделывать. Ну, на то оно и вторичное жилье, да. Однако есть ряд вещей, на которые стоит обратить внимание, чтобы вы полностью остались довольны своей покупкой. И об этих вещах я сегодня вам расскажу. Значит, в первой части видео я вам расскажу свой опыт выбора и покупки деревенского дома, в котором я сейчас живу вот уже год, получается, да. То есть у меня есть не только опыт выбора и покупки деревенского дома, но и проживания в нем. Во второй части видео я отвечу на все ваши вопросы, которые вы писали в комментариях под моим постом, где я просила вас написать вопросы о выборе и покупке дома, какие вас интересуют. Ну, первое, что хотелось бы отметить, это то, что вам нужно определиться с целью покупки, да. А цель покупки у всех может быть разная. Для чего вы хотите себе деревенский дом? Может быть, вы хотите в нем жить постоянно, круглогодично, да, и зимой, и летом. А может быть, вы покупаете деревенский дом для дачи. И понятно, что это будут совершенно разные дома. Вот, поэтому определитесь с целью своей покупки. И вообще подумайте, какой образ жизни вы будете вести, когда переедете жить в деревенский дом на постоянное место жительства, например. Вот в моем случае я выбирала деревенский дом именно для постоянного проживания. На момент выбора и покупки деревенского дома я уже работала удаленно, то есть передо мной не стояла проблема о заработке, как и чем я буду зарабатывать, когда перееду в деревенский дом. В вашем случае, если вы тоже работаете удаленно, для вас будет эта проблема решена. Если же человек будет выбирать дом для постоянного места проживания, и его работа как-то связана, привязана к городу, то по понятным причинам, что вам придется и работу тоже сменить, и поэтому вам придется тоже ориентироваться на рабочие места в том месте, где вы покупаете дом, понимаете? К тому же, смотрите, какая ситуация. Разные люди ищут разные дома. Что я имею в виду? Например, семейная пара с ребенком будет искать одно, а мужчина, который живет один, будет искать другое. Девушка, в данном случае я, да, которая проживает одна, тоже ориентируется под свои какие-то потребности и запросы. Понимаете, единственного верного варианта, идеального для всех, его не существует. Существует дом, который подходит именно вам, под ваши цели, под ваши какие-то особенности и так далее. В данном случае я выбирала, конечно же, дом под себя, и я учитывала то, что для меня многие вещи мне будут не под силу. Даже несмотря на то, что я буду жить в деревенском доме, да, я учитывала более-менее какие-никакие городские удобства. Например, наличие общественного транспорта и такси. Потом я учитывала наличие интернета, чтобы обязательно был интернет, потому что я работаю удаленно, да. Я также не планировала переехать в деревенский дом и вести здесь чисто деревенскую жизнь, да. Я не планировала содержать какое-то хозяйство здесь. Коров, коз, куриц, овец я не планировала здесь содержать, да. Для меня просто было приятно жить на лоне природы, в соприкосновении с природой близко, да. Я была готова на какое-никакое там обустройство участка своего, да, выращивать какие-то овощи, фрукты в саду. Но на содержание домашнего скота, вот как делают в деревне, я не рассчитывала как бы. У меня немножко другие запросы были, да, и поэтому, конечно же, дом я искала именно такой, который будет, например, с городскими коммуникациями более-менее, в котором мне, как женщине, будет комфортно, да. Канализация, водоснабжение, отопление для меня, как для женщины, конечно же, было важным. Итак, если вы определились с целью покупки, вот исходя из этой цели уже можно составлять критерии по отбору деревенского дома. Значит, это, конечно же, цена, на которую вы рассчитываете, да, ваш бюджет на покупку дома.
Этот бюджет нужно рассчитывать так, что, вот, например, вы смотрите на объявление в Авито, там, например, есть объявление о продаже дома, и вы видите, что там определенная цена указана. И у вас на руках, например, определенная сумма, да, и вы, смотря на эту цену, думаете: ага, мне как раз вот в бюджет, в мою сумму это укладывается. Но вы не учитываете то, что когда вы будете покупать этот дом, для оформления юридической сделки вам потребуется еще какая-то дополнительная сумма по-любому. По-любому нужно потратиться на оформление сделки, на риэлтора, если вы будете с риэлтором покупать и искать дом, и так далее. Вот это тоже нужно обязательно учитывать. Также нужно учесть затраты на более-менее какой-никакой ремонт. В деревенский дом, который вы выбрали, по-любому, когда вы заедете сюда, вы поймете, что вы что-то где-то хотите поменять. Тоже это нужно закладывать в бюджет покупки, да, вот какие-то вот переделки хотя бы на первое время, на первый год, тоже нужно это учитывать, тоже нужно это включить в сумму покупки. Поэтому сумма покупки – это не просто сумма, за которую вы планируете купить дом, это еще оформление юридической сделки и переделки, которые вы хотите сделать, заехав в этот дом. Здесь еще хочу оговориться, если кто-то из вас стоит перед выбором, а покупать ли готовый дом уже, да, вот вторичный, или же все-таки вы думаете, может быть, вложиться в стройку. Но вот здесь, знаете, два важных фактора играют роль. Конечно же, если вы захотите вложиться в постройку нового дома, то нужно учитывать, что у вас на это есть время посидеть и подождать, пока этот дом построится, да. И нужно учитывать, что стройка в наше время – это не совсем дешевое дело, и с каждым годом цены растут, а дом не строится в одну минуту, да, не строится за 1 месяц точно. Вот, поэтому нужно это учитывать. Цены растут, пока вы строите дом, на стройматериалы цены тоже и поднимаются. И в постройку дома, как я считаю, гораздо больше вы вложите денег, чем вот если бы вы купили уже готовый дом деревенский, да, более-менее как-то устраивающий вас. Но это чисто мое мнение, да. У всех бюджет разный, и все по-разному рассчитывают свои силы и возможности, да, поэтому вот обратите на это внимание. В моем же случае у меня не было времени сидеть и ждать, когда построится новый дом. К тому же я как женщина, я со стройкой ни разу не связывалась. Я в этом ни разу не спец. То есть для меня вообще было страшно и непонятно, как это с нуля женщине одной построить дом. Ну, может быть, для кого-то это возможно, но для меня, вот я оцениваю чисто свои силы, да, я реалистично смотрю на многие вещи, и я понимала, что стройку я не осилю не только финансово и морально, и как эксперт я не осилю ее точно. Я просто полный профан в строительстве домов. Вот. И также я понимала, что у меня просто нет времени ждать, когда мне построят этот дом. Поскольку я жила на съемной квартире 7 лет, и мне уже скорее хотелось приехать в готовое жилье, которое более-менее как-то будет соответствовать моим запросам. Вот, друзья, такая история. Поэтому для кого-то может быть проще построить новый дом с нуля, да, и подождать, и у кого-то, может быть, бюджет позволяет вкладываться в стройку. В моем же случае это было все совсем по-другому. Значит, критерии, по которым я выбирала дом, на что я ориентировалась. Опять же, повторюсь, я здесь буду делиться чисто своим опытом, чисто из тех целей, которые я выбирала дом, да, вот мне нужен был дом для круглогодичного проживания на постоянной основе, я не выбирала дачу и так далее, да. Значит, первый самый важный момент, я выбирала дом со статусом либо ИЖС, либо ЛПХ. ИЖС – это индивидуальное жилищное строительство, а ЛПХ – это личное подсобное хозяйство. Именно вот с таким юридическим статусом я искала деревенские дома. Вариант СНТ, садовых товариществ различных народных, да, я не выбирала. Почему? Потому что, во-первых, там маленькие участки, и там нету, как правило, коммуникации. Там, как правило, проблемы с электричеством всегда, как правило, проблемы с водоснабжением, канализацией, очень тесно и очень много проблем с соседями. И поэтому варианты садовых товариществ я не рассматривала вообще. Также я искала дом самостоятельно, без риэлтора. Сейчас поясню, почему.
Значит, во-первых, когда я продавала свою долю квартиры своей сестре, мы уже вместе с ней потратились на риэлтора для оформления документов и так далее. Не хотела второй раз связываться с риэлторами, потому что пришлось бы еще дополнительно тратиться еще на риэлторов, да. В услуги риэлторов я не нуждалась. Почему? Потому что, во-первых, я считала, что лучше, чем я сама, никто мне ничего не подберет. Вот. А во-вторых, если касаться юридического аспекта оформления сделки, да, то оказывается, у нас сейчас очень много различных сервисов, предоставляющие услуги, комплексные услуги по продаже и покупке недвижимости. Например, я оформляла сделку через такой сервис, как DomClick. Это сервис по покупке и продаже недвижимости от Сбербанка. Значит, это такое приложение, которое вы скачиваете себе на телефон, либо заходите, регистрируетесь в нем через компьютер, да, и туда загружаете все свои документы, и загружает документы также продавец недвижимости. И через этот сервис вам различные специалисты помогают оформлять сделку, а также подготавливаться к этой сделке. Там находятся такие специалисты, как оценщик, например, недвижимости, юридическая проверка недвижимости, там предоставляются услуги. Конечно же, они все платные, по понятным причинам, да, это не бесплатно, но это очень-очень удобно, друзья мои. Вот, поэтому в услугах риэлтора в данном случае я не нуждалась, и я на этом, если честно, сэкономила деньги. Потому что если бы я, например, нанимала риэлтора, мне бы пришлось платить и ему еще за поиск недвижимости, да. Ну, может быть, для кого-то, может быть, эта услуга актуальна, да, может быть, у кого-то нет времени сидеть на Авито, искать по объявлениям, связываться с продавцами домов, расспрашивать их, ездить на осмотр и так далее. Но в данном случае для меня это было важно сделать лично, да, не через риэлтора, а лично. Часть его работы я сделала сама, можно сказать. И делала я эту часть работы полгода, ни много ни мало, да. И это, я считаю, еще даже я быстро нашла дом, да, потому что многие там ищут и год, и 2, и 1,5, и так далее. Вот. Я нашла дом достаточно быстро, я считаю. Вот. На какие критерии еще я ориентировалась при выборе и покупке дома? Для меня было важно, чтобы там были какие-никакие городские коммуникации, да, то есть для меня было важно, чтобы было водоснабжение, отопление. Для меня было важно, чтобы была русская печь. Для меня важно было, чтобы туалет находился в доме, а не на улице, да, потому что во многих деревенских домах санузел находится на улице. Конечно же, для меня было важна транспортная доступность, то есть для меня было важно, чтобы была возможность доехать на каком-то общественном транспорте до дома, да. Поскольку у меня нет своего личного автомобиля, я, конечно же, ориентировалась и вот на этот важнейший критерий – транспортная доступность. Также я смотрела, чтобы обязательно в сельской местности какие-никакие продуктовые магазины были, да, чтобы не ездить постоянно куда-то далеко, вот, за продуктами, и чтобы не ходить за ними пешком за 3-9 земель. Вот мне, например, здесь, чтобы дойти до магазина, нужно минут 15, ну, может быть, 20 от силы в одну сторону. Это километр, по-моему, 1 километр, ну, может быть, чуть меньше километра до магазина. Летом я езжу на велосипеде, это вообще 5 минут, вот, а зимой почему бы не прогуляться? Прогулка – это тоже полезная вещь, подышать свежим воздухом. Ну и, как я уже сказала, я также искала дом с отопительной системой, с отоплением. Тогда я, кстати, не знала, что такое газ. Я не понимала, что такое газовое отопление, и вот этого понимания не было, но, тем не менее, я ориентировалась на то, чтобы проживать в этом доме круглогодично, и зимой в том числе, поэтому для меня было важно, чтобы в доме было отопление. В итоге я нашла дом как с отопительной системой и одновременно даже с 2 печами. Русская печь у меня и печь-голландка, которой я в прошлом году, прошлой зимой отапливала свой дом. Эта печь подключена была к отопительной системе, и в прошлом году я топила печь дровами и отапливалась дровами. Да. В этом году я уже провела газ, дом уже был подготовлен к газификации, и теперь я отапливаюсь газовым котлом. В этом смысле мне даже, можно сказать, повезло. Я попробовала 2 вида отопления: отопление печью и отопление газом. И, конечно же, друзья, газовое отопление, оно намного комфортнее, приятнее. И газовый котел поддерживает температуру, регулирует самостоятельно, не нужно за ним смотреть. И
с дровами не нужно возиться, да, а дрова — это очень тяжелые для женщины вещи, для одной. Это нужно их наколоть, либо купить, заказать, привезти, таскать их к печи. Это вот грязь и все такое и так далее. Для женщины одной это очень тяжело, отопление печное, да, поэтому вы тоже вот учитывайте вот этот момент. Лучше, конечно же, искать дом с газовым отоплением. Но в моем случае мне даже, можно сказать, повезло, да. У меня теперь как и газовое отопление, так и есть также русская печь, в которой я периодически готовлю и которую я периодически топлю для атмосферы, для приятного комфорта, уюта. На праздник, когда приезжает кто-то в гости, приятно растопить печь, конечно же, посидеть вот в этой атмосфере живого огня. Итак, вот эти критерии я для себя установила. То есть я себе честно призналась, что, например, я не готова мириться с тем, что у меня будет в деревенском доме туалет на улице. Да? Я прямо искала целенаправленно объявление о продаже домов, в которых санузел был оборудован уже чисто вот в доме. Да. Я искала именно те объявления, где было написано, что вот в доме есть русская печь, в доме санузел оборудован, в дом заведена вода. Для меня также было принципиально важно, чтобы здесь была хорошая связь, вот, чтобы у меня был интернет. Я уже нашла даже, как его наладить. Я уже во многих своих видео рассказывала, что я установила антенну на конек дома, которая ловит сигнал от ближайшей вышки мобильного интернета, усиливает его, этот сигнал, и через роутер, через Wi-Fi раздает по всему дому. Поэтому у меня интернет по скорости и качеству такой же, как и в городе, через оптоволокно. Для меня, как для человека, который работает удаленно, конечно, было и это тоже не менее важно. Связь, вот, кстати, я проверяла уже непосредственно выезжая на осмотр дома, потому что так, по рассказам продавцов, вы никак не проверите эту связь. Они могут говорить все, что угодно, но по факту нужно уже смотреть на месте, насколько хорошо у вас работает мобильный интернет, когда вы приезжаете на местность и так далее. Вот по этим критериям я отбирала объявления, добавляла их в избранное и связывалась с продавцами, общалась через интернет, расспрашивала какие-то детали у продавцов и так далее. И там уже решала, ехать ли мне на осмотр дома или не ехать. Поскольку у меня пятидневка, да, по понятным причинам в будни я не могу поехать посмотреть дом. И обычно я договаривалась с продавцом дома на осмотр объекта в субботу или воскресенье. Но это для всех удобно. И вы знаете, для того, чтобы поехать посмотреть дом, мне не нужна была машина. Кстати, к слову говоря, кто у меня тут все доставал с машиной. Как правило, продавцы, которые продавали дома, да, у большинства из них были автомобили. И большинство из них меня сами забирали из города и сами везли до дома и показывали дом. Либо я как-то частично на общественном транспорте добиралась до определенной точки, да, и там меня на автомобиле забирали и там уже показывали. Либо я искала такие дома, где вот можно самостоятельно добраться на общественном транспорте до этого дома, да, там на электричке, на автобусе и так далее. Вот, кстати, если кто-то из продавцов вам предлагает, подвести вас до места назначения, да, и вы видите, что человек ездит туда чисто на машине, а у вас автомобиля, например, нет, вы смотрите, насколько вы справитесь вот с этим расстоянием, да, сможете ли вы самостоятельно, например, приехать на какую-то автостанцию, а потом еще 4 километра идти пешком до дома. Вот, учтите вот этот момент обязательно. Потому что если у вас нет машины, обязательно нужно, чтобы более-менее как-то общественный транспорт, или хотя бы такси вас смогло довести до нужного места. Следующий момент, вот если вам какой-то дом очень сильно понравился, если он подходит под все ваши критерии и так далее, это не значит, что нужно обязательно все уже оформлять сделку, ехать на осмотр не нужно и так далее. Обязательно посмотрите дом. Обязательно приезжайте, посмотрите, потому что, как правило, все нюансы, которые не описаны в объявлении, вы увидите уже на месте. Да? Не обо всех нюансах вам расскажет продавец этого дома. Не по той причине, что он вас хочет обмануть, а по той, что, например, для него важными будут какие-то одни критерии, а для вас, например, какие-то другие важные будут вещи. Да? И обязательно, не менее 5 объектов точно нужно посмотреть. Почему? Потому что пока вы будете ездить и осматривать дома, вы все больше и больше будете набираться информации, и вы все больше и больше будете понимать, что именно вам будет нужно, да, в чем вы будете себя чувствовать комфортно, а в чем нет, да. Вот у меня со мной именно так и происходило. То есть я
по мере того, как смотрела один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой там, и так далее, я более 20 объектов недвижимости посмотрела, и с каждым осмотром я набиралась опыта, скажем так, и уже понимала гораздо больше, что именно мне нужно. Потому что одно дело, когда вы чисто из головы себе определили какие-то критерии, да, они немаловажны, но тем не менее реалии, они могут не совпадать с вашей головой, да, поэтому обязательно нужно ездить, смотреть, осматривать участок, осматривать дом и так далее. Значит, следующий важный момент, поскольку я впервые покупала деревенский дом, я боялась в чем-то ошибиться, так же, как и вы, и я купила курсы по выбору деревенского дома. Не поверите, даже такие курсы есть. Я покупала курс у девушки, которая тоже сама купила деревенский дом, где-то из Беларуси она, по-моему, она инженер по образованию. Вот, то есть для меня ее опыт был тоже немаловажен. То есть, опираясь на ее опыт, я тоже выбирала и смотрела обязательно дома. Самые важные критерии при выборе, при осмотре дома, да, по понятным причинам, это, конечно же, фундамент, крыша, утепление дома. Например, из этих курсов я узнала, что, оказывается, когда осматриваешь дом, спускаешься в подвальное помещение, да, нужно смотреть, чтобы, во-первых, дом стоял на фундаменте, а во-вторых, если вы выбираете деревянный дом, из дерева именно, да, нужно смотреть, чтобы вот нижние венцы, нижние бревна, на которых стоит дом на фундаменте, да, они были не прогнившими, чтобы их потом не пришлось менять, иначе это очень, скажем так, большие финансовые вложения вам потом потребуются, чтобы вот историю вот эту исправить. Поэтому обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы вот эти венцы были целыми. Фундамент вы тоже видите, когда залезаете в подвал, в подпол дома, вы видите, на чем стоит дом, насколько он надежный, этот фундамент, ненадежный и так далее. Конечно же, я осматривала крышу. В некоторых домах я даже не могла, кстати, забраться на чердак. Не везде были лестницы на чердак. Вот, и не всегда можно было посмотреть, как там что. Вот это у меня тоже вызывало большие сомнения. Вот. В этом доме, кстати, мне что понравилось, здесь была построена достаточно такая прочная лестница, по которой достаточно комфортно можно было подняться, забраться на чердак, там все осмотреть и так далее. Вот это мне очень понравилось. Предыдущие хозяева постарались. В общем, друзья, более-менее процесс покупки, техническую часть я рассказала, да, что, как я выбирала, на что ориентировалась и так далее. И сейчас я перехожу ко второй части видео, где буду отвечать на ваши вопросы. Значит, первый вопрос от Ларисы. Наталья, здравствуйте. Расскажите, как вы ездили на просмотр дома, одна или с кем-то? Кто вам помогал выбрать дом? Или вы смотрели и выбирали самостоятельно? Еще тоже интересует, как вы по объявлению выбирали, куда ехать, а куда не стоит. Вот по поводу того, помогал ли мне кто-то. Знаете, со мной на тот момент не было таких людей, у которых был бы уже опыт в покупке именно деревенского дома. Однако я периодически с собой брала друзей, знакомых и даже ездила иногда сама самостоятельно смотрела дом. И знаете, как правило, со мной ездили на осмотр дома как хозяева, которые продавали свои дома, да, то есть я не прям уж совсем одна, вот дали мне ключ, я сама приехала, сама посмотрела, да, всегда 100% со мной были владельцы дома, либо их представители, и, может быть, иногда даже риэлторы со стороны продавца дома были. Также я ездила со своими друзьями, знакомыми, которые, ну пусть у них даже не было опыта в покупке деревенского дома, да, но тем не менее, какую-никакую компанию они мне все-таки составляли, и в этом смысле было не скучно, скажем так, ездить на осмотр. Помощи как таковой не было, да, потому что не было опыта у людей, и многие даже с долей ехидства на меня смотрели, да, когда я выбирала дом, усмехались, может быть, кто-то надо мной, но тем не менее мы ездили, осматривали дома. И это, знаете, было как прогулка некая, да, ну вот как сходить в поход куда-то, в поход выходного дня, прогуляться куда-нибудь за город, посмотреть какой-то дом. Вот, вы можете с собой также брать друзей, подруг, чтобы вам было не скучно. Пусть даже у них нет опыта по выбору деревенского дома, но по понятным причинам не все можете заметить, например, когда осматриваете дом. Поэтому наличие рядом какого-то человека, оно не помешает точно. Он может обратить на какие-то моменты внимание свое и вам об этом рассказать, да, поэтому в этом случае это полезно даже, да. Но даже если вы едете один на осмотр дома, в этом тоже нет ничего страшного.
Тем более, если вы уже ездили, осматривали уже несколько объектов, и если у вас какой-никакой опыт уже есть, и вы также можете самостоятельно посмотреть. К тому же, если у вас нет автомобиля, как я уже сказала, да, можно справиться с общественным транспортом. И это даже будет более правильно, чем если бы вас кто-то из знакомых на своей машине куда-то довез до места назначения, да. В этом случае вы даже посмотрите, ага, как добираться туда, сложно, несложно, как ходит транспорт. Вот все вот эти моменты вы пока туда едете своим ходом, вы, конечно же, обратите на них внимание и сделайте определенные выводы. Отвечая на ваш вопрос, говорю, я ездила как самостоятельно, так и в компании с кем-то. В разных ситуациях было по-разному. А бывало так даже как-то один раз я ездила на осмотр вместе с другим потенциальным покупателем, то есть нас продавец и риэлтор дома собрали вместе, значит, со мной ездила еще одна женщина, которая хотела купить дом, вот. То есть, ну, мы нормально так пообщались, вместе посмотрели, оценили. Да вообще, знаете, чем больше рядом с вами людей, тем больше интересной информации вы узнаете, если честно, да. В общем, если вы едете в первый раз в жизни, впервые смотрите дом, конечно же, возьмите с собой друга или подругу хотя бы, пусть они составят вам компанию, и потом вы уже, набравшись опыта, можете уже и самостоятельно ездить, в этом нет ничего страшного. Вот еще Лариса спрашивает, как вы по объявлению выбирали, куда ехать, а куда не стоит? Вы знаете, я еще такой немаловажный фактор учитывала, как растительность. Потому что у нас, вот в нашей Нижегородской области, да, она достаточно обширная, и в разных частях Нижегородской области по-разному природа устроена, да, по-разному разные растения растут и так далее. Вот, например, в северной части области там высокорослые, глухие такие леса. Там водятся такие животные, как медведи, волки, кабаны, лисы, лоси, крупные такие животные, да. И там очень много заболоченных мест, кстати, вот в северной части области. Там ходит электричка, что очень удобно, кстати. Но, однако, в северной части области были такие ягоды в лесу, как черника, клюква, брусника, но там не было моей любимой ягоды полевой клубники. Вот, и пока я ездила и смотрела дома по Нижегородской области, я увидела, значит, что в северной части области вот эта ягода не растет, например. Она растет только в южной части области. Вот, и пока я ездила, смотрела, я поняла, что мне даже ландшафт вот здесь вот более приятен в южной части области, нежели в северной части. В северной там тоже красиво, да, там такие леса, как из русской сказки, зимой просто шикарно все это смотрится, там много заповедников, там тоже красиво, но лично мне очень нравилась холмистая местность, где можно там забраться на холм и посмотреть вот как издалека, с высоты, как на плато, как на ладони перед тобой вид какой-то красивый открывается, да. Мне вот это, например, очень нравилось. Также мне хотелось обязательно, чтобы рядом с домом росла полевая клубника. Для меня это было очень важно. Поэтому я так поездила, посмотрела и решила выбрать дом именно в южной части Нижегородской области. Здесь была и полевая клубника, и ландшафт также меня устраивал. В остальном я также ориентировалась на транспортную доступность, и также, как я уже сказала, для меня была важна связь, интернет, насколько работает хорошо интернет там или тут. И это, конечно же, было видно, когда вы приезжаете непосредственно на местность, насколько хорошо там ловят сигналы и так далее. Следующий вопрос от девушки. Вот она спрашивает, интересно все, из чего дом лучше, фундамент, стены и так далее. В общем, подскажите, из чего дом лучше. Каждый по-разному выбирает себе дом. Для кого-то, может быть, из кирпича дом лучше. Вот лично мне нравится дерево. Я очень люблю дерево. И, конечно же, я искала именно из дерева дом. И к тому же, как известно, дерево, оно очень хорошо как сохраняет тепло, так и защищает от жары. То есть и зимой, и летом в нем комфортно. Поэтому я выбирала именно деревянный дом. Но у меня получилось так, что я выбрала именно такой дом, где основная часть дома у меня из дерева, из брусьев, как вы видите, из деревянных, да, а другая часть дома у меня пристроена, это кухня, она из газосиликатного блока. Фундамент у моего дома, кстати, кирпичный, однако, учитывая то, что мой дом стоит на склоне, конечно же, этот фундамент нужно со временем укреплять. Следующий вопрос от Ники. Добрый день, поделитесь, чего при покупке вашего дома вам по ощущениям не доставало до идеала, так сказать.
который вы рисовали себе в своем воображении, когда искали его. Вы знаете, в момент, когда я впервые увидела этот дом и участок, я поняла, что это мой идеал, как это ни странно, потому что здесь было все, что я хотела. Здесь был большой участок, я выбирала дом именно обязательно с большим участком. Здесь была русская печь, вода была заведена в дом, была система отопления в доме, туалет находился в доме, большой сад с плодовыми деревьями и кустарниками. К тому же еще даже баня была. Я, кстати, даже не задумывалась о бане, когда искала дом, но вот она есть, кстати, и не одна даже. У меня на участке построено 2 бани, одна совсем старенькая, по-черному, но она уже такая ветхая, старая, вот, а вторая новая, по-белому. Вы знаете, когда я впервые увидела, у меня было такое чувство: вау, вау, я хочу здесь жить, я хочу здесь жить. Вот, поэтому дом для меня оказался на тот момент идеальным. Но, однако, по мере того, как я проживала здесь, я уже год здесь живу, да, я уже вижу, что мне бы хотелось исправить, переделать и так далее. И сейчас я уже понимаю, что идеального дома, его не существует. На рынке вторичного жилья, деревенских домов, идеального дома его по-любому не существует. По-любому захочется что-то доделать, переделать под себя и так далее. Сразу я увидела, что он идеальный, да, хотя я ездила на осмотр более 20 объектов, да, и там вот, кстати, в некоторых домах мне что-то где-то не нравилось, и я продолжала искать, то есть я не останавливалась на этом, вот я посмотрела и увидела, ага, ну, вроде бы хорошо так более-менее, но все-таки вот здесь вот этого не хватает, и мне бы хотелось обязательно, чтобы, например, была русская печь, поэтому я еще посмотрю. Вот так вот я смотрела, да. Поэтому, если дом не дотягивал до моего идеала, я просто его как бы откладывала на потом, ну, как бы для сравнения, чтобы сравнить с каким-то другим, и искала другой. Вот, поэтому здесь важно ориентироваться на те важные критерии, как я уже сказала, которые для вас, ну вот, принципиально важны, да, на те моменты, в которых вы на меньшее просто не согласны. И тогда вы действительно выберете именно то, что вам нужно, да, а не так, что вот я вроде бы покупаю этот дом, но мне как-то что-то там не очень нравится. Вот я отметала такие варианты. Следующий вопрос от Марии. Обращали ли вы внимание на соседей? Играло ли это для вас роль? Безусловно, конечно, мне хотелось хороших соседей, безусловно. И знаете, какой я фактор учитывала, когда искала дом? Я искала дом обязательно с большим участком. И также я искала дом обособленно стоящий. То есть, который стоит где-то на окраине, то есть, чтобы он не стоял впритык к соседям и так далее. Вот я искала именно такой дом обособленно стоящий и на большом расстоянии от соседей. И мне действительно удалось найти этот дом. А как я нашла себе хороших соседей, я делюсь вот этим лайфхаком у себя в телеграм-канале. Значит, я записала отдельный аудиоподкаст на тему по выбору соседей. Вы можете прослушать этот аудиоподкаст, пройдя ко мне в мой телеграм-канал. Там я делюсь как раз вот этим вопросом, как я выбирала себе соседей. Следующий вопрос от Людмилы. Очень актуально. Через год планирую переезд как раз в вашу область. Интересно все, как не купить кота в мешке, как узнать, есть ли плесень или трухлявые балки, крыша течет или нет, насколько дом хорошо обогревается, в какое время года лучше покупать. И что это за курсы? Очень интересная тема, очень нужная. Так, здесь у Людмилы очень много вопросов, буду по порядку читать, отвечать. Значит, как не купить кота в мешке? Чтобы не купить кота в мешке, вам нужно обратиться к специалистам, к юристам. И, как я уже сказала, лучше это делать через сервис покупки и продажи недвижимости, через комплексный сервис, да. И, конечно же, оплачивать специалистов, которые специально для вас проверят все документы по этому дому, по этому участку, укажут, где какие красные флажки есть, чего стоит опасаться, чего не стоит опасаться. И вот когда у вас будет на руках вот эта информация от специалистов, от юристов, от оценщиков и так далее, вы уже, опираясь на эту информацию, сможете общаться с продавцом дома, с продавцом недвижимости, участка и устраивать с ним какой-то диалог, да. Например, вам юрист там пишет, вот обратите внимание на это, например, участок у этого дома не размежован, например, не зарегистрирован участок в Росреестре там, и так далее, обратите на это внимание. И вы идете к продавцу дома и говорите, вот, значит, меня все устраивает, дом устраивает, но участок не размежован. И как бы я не согласна покупать такой дом с неразмеженным участком. Если вы его размежуете, я у вас куплю этот дом и этот участок, да.
Вот в моем случае вот было вот именно так. Я выстраивала диалог с продавцом дома, недвижимости и участка, да. Там уже человек ориентировался, да. Ну, естественно, с той стороны люди тоже хотели продать дом и участок. Конечно же, они специально размежевали участок, чтобы подготовить его к продаже, да, потом уже, когда я им сказала об этом. Вот. Таким образом, вы не купите кота в мешке, если вы заплатите специалистам, которые знают свое дело, все вам подскажут, расскажут, на что обратить внимание. Как узнать, есть ли плесень или трухлявые балки? Ну, конечно же, смотреть. Конечно же, смотреть, залезать в подвал, залезать на чердак. Ну, что-то вы пишете, крыша течет или нет, насколько дом хорошо обогревается. Вы, конечно же, сами можете залезть и в подвал, и на чердак. Кстати, когда вы приезжаете на осмотр дома, например, если вам продавцы дома говорят: о, а я не могу вам открыть подвал дома, например, я там что-то у меня там, например, сломалось, я вам не могу показать, там дверца от люка, например, сломалась, я не смогу ее отодвинуть, то вы тут, конечно же, ставьте галочку и помечайте себя, потому что либо здесь продавец что-то скрывает от вас, либо если он самостоятельно не может открыть и залезть туда, то это тоже, конечно же, вызывает свои вопросы определенные, да, может быть, он вообще не видел, что там, да. Вот, в моем случае я, как и в подвале, все смотрела перед покупкой, и на чердак залезала, смотрела, как там все устроено. Я, кстати, ездила на осмотр с фонариком. Когда вы едете на осмотр, обязательно возьмите с собой фонарик. Фонарик 100% вам пригодится на батарейках, да, потому что придется осматривать какие-то темные места и так далее, не везде есть хорошее освещение. В этом случае вам фонарь поможет. В какое время года лучше покупать дом? Вы знаете, я не ориентировалась на время года, однако получилось так, что часть домов я осматривала зимой, а часть домов уже весной ранней. Да, у меня так получилось. И зимой чем хорошо, это тем, что вы можете посмотреть, насколько там вода хорошо течет, да, не замерзает ли она, есть ли в доме эта вода, как расположены трубы. То есть вот здесь вы можете посмотреть. Кстати, можете зайти зимой же посмотреть, насколько хорошо зимой, комфортно ли в доме. Да, дует ли откуда-то или не дует. Вот на эти вещи можно внимание зимой обратить. Летом очень хорошо смотреть участок, именно летом. Если вы приезжаете весной или летом на участок, вы видите, какие растут растения на нем, устраивает вас это или нет. Мне, кстати, кто-то рассказывал, как кто-то покупал дом, наверное, по-моему, кто-то из продавцов дома, когда мы ехали осматривать участок, мне рассказывал такую историю. Кто-то у него из знакомых покупал дом, значит, и женщина смотрела дом зимой, дом ей устроил, все в порядке, зимовать в нем можно, но участок она видела только с сугробами покрытый, да. И когда оформили сделку, она купила дом, она увидела, что летом у нее на участке вырос огромный борщевик, то есть весь участок был в борщевике. Это такое ядовитое растение, которое очень трудно вывести, да. Вот, поэтому в этом плане, если вы весной и летом смотрите, то вы увидите, какие преимущества и недостатки на участке. Если вы смотрите зимой, конечно же, если вы хотите зимовать в этом доме, конечно же, лучше зимой посмотреть дом. Там будет все видно. Зимой или ранней весной вот это будет преимуществом. Видите, тут никогда не угадаешь, как и что. К тому же многие продавцы, например, размещают фотографии летнего периода дома, да, а вы можете поехать и посмотреть зимой. Или наоборот, продавец, например, размещает фотографии зимнего периода, а вы можете посмотреть летом, как там, да. Ну вот смотрите вот на эти вещи, ориентируйтесь, обращайте внимание. Следующий вопрос от Ники. Я как раз на активной стадии выбора дома. И интересно, как вы выбирали, куда ехать смотреть. С какого момента наступало туда точно еду на просмотр, ведь без машины это достаточно проблематично, и вот именно удаленно, еще выбирая дома, по каким критериям это было и что становилось ключевым к выезду. Ну, на большинство этих вопросов я уже ответила, да. Тут вот отвечу на основной ключевой вопрос у Ники. Что становилось ключевым к выезду? С какого момента наступало туда точно еду на осмотр? Вы знаете, здесь играл ряд факторов, скажем так. Например, я находила объявление, где меня все устраивало. То есть там была русская печь, там был большой участок. Более-менее по объявлению дом меня как-то устраивал. Но когда я списывалась через сообщение с продавцом этого дома, да, там, например, отвечали мне не совсем адекватно.
например, могли, например, подшучивать. Ну, такое было, кстати, да. Помню, я какой-то дом нашла, мне очень понравилось. Что было интересно, дом продавался за достаточно небольшую сумму, но при этом там было 2 объекта по цене одного, можно сказать, да. Только один был недостоин. И мне интересно стало, что же это такое, почему люди это продают. И вот когда я стала списываться с продавцом и спрашивать, почему вот так вот, вроде мне все нравится, все устраивает, вот, и продавец там что-то начал подшучивать. Ну, вот так вышла судьба такая. Что-то такое он там начал писать, как-то флиртовать со мной, заигрывать и так далее. И я поняла, что вот, например, с таким человеком я не хочу встречаться точно, потому что там, ну, несерьезно просто человек настроен. Либо он хочет с кем-то познакомиться, либо, скорее всего, не он продает этот дом, а кто-нибудь, может быть, из его родственников выставил это объявление на продажу. Разные ситуации бывают, да. Тут, знаете, чисто интуитивно, если вы списываетесь с человеком или созваниваетесь, и вы понимаете, что он как-то неадекватно вам отвечает, то, наверное, туда все-таки не стоит ехать. Ну, а если все нормально, если все более-менее серьезно, чинно, благородно, да, то, конечно же, тем более, если вас предлагают прямо отвезти до места назначения, как-то предлагают помочь, отвечают на все ваши вопросы подробно, да, там все рассказывают и так далее. То есть вот здесь, конечно же, если вас все устраивает, конечно же, езжайте, смотрите. Так, следующий вопрос от Людмилы. Еще про медицинскую помощь и доступность необходимых магазинов, СДЭКов и озонов. Было бы интересно узнать. Как я уже сказала, я искала дом в населенном пункте, в котором был бы какой-никакой маленький сельский магазин продуктовый, да, чтобы продукты первой необходимости всегда были под рукой. Вот. К тому же мне повезло, можно сказать, да, что районный центр совсем недалеко находится от того населенного пункта, в котором я нахожусь. И в районном центре есть все сетевые магазины, пятерочки, магниты и так далее. Ну а по поводу пунктов выдачи товаров Озон и Валберес, вы знаете, когда я приехала сюда, я знала точно, что в районном центре есть эти пункты выдачи, и у меня была надежда вот именно то, что я буду ездить на такси в пункты выдачи в районный центр. Но потом оказалось так, что оказывается, что есть доставка прямо до дома, Валберес возит курьером, например. Вот, для меня это просто супер открытие было, и я была неимоверно счастлива. Я, конечно же, скупила тут же пол Валбереса, когда заезжала в этот дом. Было очень много заказов, ко мне курьеры чуть ли не каждый день ездили. Ну, понятное дело, мне хотелось поскорее обустроиться, и очень много полезных вещей продается на Валберес. От лопаты до каких-то строительных там штук, бытовой техники, мебели и так далее. То есть там можно все купить, все, что вы хотите. И к тому же со временем оказалось, что у нас тут кто-то открыл пункт выдачи Озон еще. То есть получается у нас здесь и Валберес, и Озон. То есть в районный центр для этого мне не нужно ездить. Поэтому вы можете, кстати, поинтересоваться у продавцов дома, либо у сельских жителей местных, да, поспрашивать их, а как вы вот эти заказы делаете, да. Кстати, обратите внимание, когда вы будете выезжать на осмотр, обязательно общайтесь с местными жителями, не только с продавцом дома, да, можете там немножко прогуляться по местности, посмотреть, пообщаться с людьми. Они тоже вам выдадут информацию очень важную, да, такую, которую, может быть, и не озвучит продавец. Поэтому с местными жителями тоже обязательно общайтесь, когда покупаете дом. Это тоже, кстати, еще один источник полезной информации. Местные жители. Обратите внимание. Значит, следующий вопрос от Ольги. Нам в наследство достался дом в деревне от родителей мужа. Были там соседи, только с одной стороны много лет, с другой стороны поле. И вот в прошлом году купили кусок земли в этом поле, и у нас появились еще одни соседи, построили 2 дома и обустраивают территорию вокруг. И собираются сдавать эти дома, то есть будет там база отдыха. Мы в недоумении теперь, чем нам это может грозить. Вот так все меняется в жизни. Вчера поле, а сегодня уже база отдыха. Вы знаете, во-первых, я выбирала дом не настолько близко к городу. Мой населенный пункт, где у меня находится дом, на 100 километрах от Нижнего Новгорода. Вот. И да, у нас в области строят и базу отдыха, и дома, и вот эти вот таунхаусы сейчас, и новые жилищные комплексы. Но, как правило, это на более близком расстоянии к городу делается, да. Вот это первый момент. А второй момент, значит, когда я искала дом, я, во-первых, из новостей, а во-вторых, от людей уже, с которыми общалась, да,
Узнала, что, оказывается, у нас строится хайвей, или как это называется. Ну, в общем, одна большая трасса до Казани, от Москвы до Казани. И вот на пути у этой трассы там тоже продавались дома. Видимо, люди, ну, не хотели, чтобы рядом с трассой располагался их дом в непосредственной близости, да, вот, тем более с крупной какой-то вот федеральной трассой. В общем, строилась вот эта федеральная трасса от Москвы до Казани. И я узнала, что там тоже вот продаются дома, и, как правило, они очень дешевые. Вот этот момент тоже нужно учитывать, узнавать, новости читать. Вот, кстати, я когда выбирала дом, я очень много читала новостей на рынке недвижимости, какие новости есть, особенно у нас по области. Вы там много можете интересно узнать, где какие жилищные условия, где строится новый жилищный комплекс, где строятся какие-то дороги. И вот это вы можете все учитывать, да. И по понятным причинам там, конечно же, дома будут дешевле, где есть какие-то проблемы. Но а то, что вы вот уже купили дом, там и обустроились, и вдруг такой сюрприз, тут никак не угадаешь, да, наверное, никак не угадаешь. Тут уже на волю судьбы, как говорится, да, нужно рассчитывать. Если бы у меня такая история случилась, ну, я бы пожила, посмотрела, как мне будет комфортно с этим или нет, и уже дальше как-то, исходя из этого, решала бы эти задачи. Но пока со мной как-то не случилось такого, слава богу. Вот, надеюсь, что с вами такого не будет. Следующий вопрос. Какие точки риска есть в уже построенном доме? Что именно проверять? Может, продуваются ли углы, есть ли дыры для мышей? Может, стекла проверить? Или это вообще не важно? Важнее, например, какой участок? Вы знаете, есть моменты, с которыми можно смириться, как я уже сказала, да. Ну, не то чтобы смириться, а закрыть на это глаза. Почему? Потому что вы со временем это обустроите, да, это можно переделать. Вот то, что вы здесь пишете, дыры для мышей, продуваются углы, это все можно доремонтировать потом. Главное – это фундамент, крыша, ну, по понятным причинам, да, а на остальное можно закрыть глаза. Почему? Потому что вы самостоятельно можете это доделать. Как я уже сказала, дома в идеальном состоянии на рынке вторичного жилья вы не найдете. Да, там по-любому будут какие-то недостатки. И да, вы не увидите идеальный дом. Никогда, понимаете? Поэтому обращайте внимание, вот если есть какой-то недостаток, то решите для себя, сможете ли вы вот это отремонтировать. Если да, то можно на это закрыть глаза. Вот в моем случае, конечно же, есть много щелей каких-то, были дыры, которые от мышей закрывала, щели какие-то замазывала и так далее. Все это вы увидите, когда уже будете непосредственно здесь проживать, понимаете? Все сразу при осмотре дома вы не сможете увидеть. Следующий вопрос. Очень жду такое видео. Действительно, понятия не имею, на что нужно обращать внимание при покупке. На днях приметила очень хороший домик, но цена подозрительно низкая. Были ли у вас такие дома? Вот. Да, знаете, были дома с низкой ценой. Когда я уже приезжала непосредственно на место, я, например, видела, что, например, весной туда на машине было проблематично доехать. То есть там было очень сильно грязное место, и вот подъезд именно к дому был затруднен. И вот за счет этого, видимо, цена была снижена. То есть если низкая цена, езжайте, смотрите, почему она низкая, выясняйте, да, или у продавца спросите. Ну, поспрашивайте местных, кстати, походите, и тогда вы поймете, почему низкая, если даже продавец вам не ответит на этот вопрос. Следующий вопрос. Прикидывали ли вы, сколько еще минимум средств придется в него вложить? Ну да, конечно, когда покупала этот дом, я понимала, что мне нужно будет доделать здесь газовое отопление. Да, я видела, что там вот, например, на кухне нужно пол доделать, я видела, что нужно новый бойлер повесить. Ну, знаете, такие мелочи, которые, ну, вот мне были по силам, по финансам, да, я видела, да, действительно. И, конечно же, рассчитывала вот исходя из этого свои финансы. Следующий вопрос. Наталья, здравствуйте. У вас рядом с участком протекает речка. Вы как-то проверяли участок на затопление? И, конечно же, да, самый главный вопрос. Как вы проверяли дом на крепость конструкций? Ведь ваш дом обшит сайдингом. Как определить, что под ним хорошие, сухие, крепкие стены? Смотрели ли вы чердак, подвал? И, может быть, были моменты, которые вы не учли, но сейчас бы рекомендовали обратить на них внимание. Речка. Значит, речка, вы знаете, у меня большой достаточно участок, и помимо того, что он большой, у меня 38 соток, да, речка находится от границы, крайней границы моего участка, достаточно на большом расстоянии. И то место, где затапливается по весне, да, там оно даже не доходит вода, короче, не доходит даже до границы моего участка.
И знаете, как можно посмотреть участок на затопление? Скорее всего, по деревьям. Если там есть высокорослые деревья, то по понятным причинам их корни будут как-то сдерживать почву, да, и уберегать от затопления. Например, береза, она очень хорошо впитывает влагу в себя. И если там вот стоят огромные березы, они будут втягивать эту влагу в себя, и этот участок будет более-менее сухим, да. А если, например, на участке низкорослые какие-нибудь кустарники, то есть риск, конечно, там по весне будет вода. Вот. Но у меня на границе участка, например, стоят высокорослые уже вековые деревья, березы, осины, липы. Как раз с той стороны, где река протекает, да. По весне я когда захожу за свой участок, и с той стороны, где река, я вижу, да, там есть затопление, но оно не настолько критичное, и оно не поднимается наверх, понимаете, потому что у меня дом находится на склоне, то есть он вот стоит вот здесь, вот, например, да, дом, а река вот здесь. И по понятным причинам, даже если она будет разливаться, она выше вот этого уровня, она не поднимется, где стоит дом. Вот. И граница участка у меня вот где-то вот здесь, а река вот здесь вот вообще. То есть там есть пространство, где и разгуляться. К тому же, эта река, она не настолько глубокая и широкая, чтобы ее опасаться. Она, знаете, скорее всего, на ручей на большой похожа, эта река, если честно. И поэтому я не боюсь здесь никаких затоплений. Речушка малюсенькая, и она с каждым годом иссыхает, к сожалению, и бобры там ее заплотинивают, поэтому рисков затопления нет. Вот по поводу сайдинга, да. С внутренней стороны, когда вот я осматривала дом, там вот эти вот бревна, я видела, что они достаточно сухие, хорошо выкрашены, то есть здесь нету плесени, вот когда из внутренней части смотришь дом, да. Но под сайдингом по-любому со временем там будет появляться плесень. Поэтому я планирую со временем этот сайдинг снять, отшлифовать внешнюю часть дома и просто покрасить краской дом. Вот. Я планирую его все-таки снять. Нехорошо это. Но я вижу, что уже вот за год, пока я здесь живу, он уже подпортился. Где-то там от погодных условий он пошел волной и так далее. Вот. Такие моменты стоит учитывать. Значит, следующий вопрос от Ирины. Я уверена, что при выборе было несколько вариантов. Почему именно этот? Можно 5 причин. Ну, вы знаете, у меня не было такого, что вот я металась между двумя вариантами. Скорее всего, знаете, было так, что я вот в каком-то варианте сомневаюсь, там нету какого-то необходимого для меня критерия, и вот эти сомнения, они меня как раз толкали на то, чтобы искать следующий вариант. Вот. А когда уже я нашла вот этот дом, вот здесь у меня сомнений 100% не было уже никаких. И как бы уже вопрос выбора уже не стоял. Я уже сердцем его выбрала, можно сказать, да. Ну и, конечно, по другим критериям каким-то. Почему именно этот дом я выбрала? 5 причин. Потому что в нем есть русская печь, потому что в нем есть большой участок, рядом нет близко соседствующих домов. Третья причина, потому что сюда заведена вода. Вода из центрального водоснабжения, не из скважины, то есть мне со скважиной не нужно возиться. Транспортная доступность, я могу позвонить, вот прям хоть сейчас могу позвонить, вызвать такси, уехать в районный центр или вообще в город куда-то, да. Ну и пятая причина – наличие здесь отопления, газоснабжения. Вот. Это очень важная причина. В ней я прям вот 100 крат убедилась, что, господи, как хорошо, что я купил дом, подготовленный к газификации, что здесь есть возможность провести газ. Вот это вот пятая причина, да. Следующий вопрос. Значит, сложно ли было решиться на такой шаг? Ведь это существенные изменения в привычной жизни. И что в самом начале останавливало от реализации такого плана? Сложно ли было решиться на такой шаг? Нет, не сложно. Потому что я уже давно это хотела сделать. То есть для меня это было как бы апогеем всех моих мечтаний. Поэтому это было несложно. И знаете, когда я была маленькой, я уже имела представление о деревенской жизни. Я видела, как жила бабушка. У нее, кстати, тоже была русская печь в доме. Вот, то есть у меня не было таких каких-то вот «Опа! Я в деревне! Что мне делать? Что мне делать? Как мне быть?» Конечно же, я все вот это вот простраивала себе. И я была готова к этому шагу, можно сказать. То есть я не бросалась в омут с головой, да, понимаете? Да, это серьезный шаг, но это обдуманное и взвешенное мною решение. И я к этому готовилась. Поэтому для меня каких-то таких серьезных испытаний, сюрпризов здесь не было. Я была готова к каким-то сложностям. Где-то я себе подстелила соломки,
Где-то я, конечно же, не смогла подстелить соломки, но тем не менее, что-то более-менее у меня было как-то просчитано. И что останавливало от реализации этого плана? Вы знаете, останавливали, скорее всего, люди в моем окружении, которые очень сильно сомневались в моей затее. Вот, были там и подруги, и в ближнем окружении люди, которые просто смотрели на меня как на сумасшедшую. Да ты что, с ума сошла? Да что, что ты придумала? Но они просто, знаете, просто они не видели, как я готовилась к этому. Не всем я об этом рассказывала, да, и по понятным причинам была такая реакция. И по понятным причинам они меня, конечно же, отговаривали от этого поступка, но я видела, что они видят только часть информации, они знают только часть моего пути, и я понимала, что у них просто другие жизненные приоритеты, у них и другие жизненные ценности и цели по жизни. Но зачем мне жизненные цели и ценности по жизни других людей, да, когда вот я строю свою собственную жизнь, как бы, да. Так, друзья, у нас уже смеркается, поэтому мне пришлось поставить лампу, и несколько изменилось освещение. Но я думаю, это не будет мешать нашему с вами разговору. Продолжаем беседу. Так, следующий вопрос от Любви Семцовой. Как вы выбирали населенный пункт? Какие критерии у вас были? Вы знаете, у меня не было каких-то определенных критериев относительно населенного пункта, кроме того, что там доступен общественный транспорт и такси, да. Но когда я смотрела объявление, я, конечно же, смотрела, в каком населенном пункте находится дом. И когда я увидела название того населенного пункта, где я хочу посмотреть дом, вот в данном случае я сейчас здесь живу, мне это название очень понравилось. Я прочитала и подумала: вау, это круто, я хочу там жить. Это, наверное, единственный критерий. И не самый принципиальный, скажем так, но так совпало, что мне понравилось, как называется эта деревня, это село, в котором я сейчас живу. Значит, друзья, здесь я еще с вами хочу поделиться одним из самых важных факторов при выборе деревенского дома. Он психологического характера, этот фактор. Вы знаете, вот все, что я здесь перечислила, вот до этого, да, это, конечно же, важно. Но когда вы выбираете дом, нужно учитывать и психологический фактор. О чем я говорю, сейчас поясню. Вы по-любому будете недовольны своим выбором тогда, когда вы действуете из какого-то страха, тогда, когда вы суетитесь и торопитесь, тогда, когда вы согласовываете свой выбор с людьми, которые вообще не относятся, как бы к вашей жизни, имеют опосредованное отношение, да. В общем, когда вы сомневаетесь, да, вот в своем выборе, это что значит? Сомнение – это выбор, согласованный с сомнениями многих других людей. Если вы сомневаетесь, то вы согласовываете где-то подсознательно, согласовываете, то есть вы действуете и согласовываете свое мнение с мнениями других людей. Вот тогда у вас сомнения. А с какими мнениями вы согласовываете? Вот задайте себе вопрос. У других людей, которые имеют какое-то мнение на покупку и выбор вашего дома, могут быть разные жизненные ситуации. У них могут быть разные жизненные обстоятельства, у них могут быть другие потребности, ценности, цели, отличные от ваших. И, конечно же, у других людей будет другой взгляд на ваш выбор. Вот. И если вы будете ориентироваться на них, а не на себя, на свои какие-то потребности, особенности, ценности и цели, то, конечно же, когда вы выберете, согласовывая с мнениями других людей дом, сомневаясь, да, в этом выборе, вы в нем будете недовольны, потому что вы выбрали не по своим потребностям этот дом, понимаете? Вот у меня есть потребность в русской печи. Если бы я согласовывала вот этот выбор там с человеком, который, вот для которого эта русская печь, ни о чем, она ему вообще не нужна. Я, конечно же, если бы ориентировалась на такой дом, и если бы я купила такой дом, то, конечно же, я была недовольна бы тем, что у меня в этом доме нет русской печи. Понимаете? Поэтому, когда вы выбираете дом, вы ориентируетесь прежде всего на себя, на свои потребности, на свои желания, на свои ценности, с чем вы готовы мириться, с чем вы не готовы мириться. Вот такие моменты учитывайте. Если же вы выбираете и покупаете дом совместно с супругом, конечно, тут немножко другие особенности выбора. По понятным причинам это даже проверка на вашу любовь и верность друг другу, скорее всего, да, на ваши отношения проверка.
А сможете ли вы согласовать с любимым человеком все нюансы, которые для вас важны? Вот если вы сели с мужем, написали список, вот муж написал список, что для него важно в доме, и вы написали список, что для вас важно в доме, да, и когда вы вот эти списки совместили совместно, да, соединили, и уже по этим критериям совместным ищете дом, и совместно согласовываете и выбираете, тогда ориентируясь на свою пару, на потребности своей пары, тогда вы найдете тот дом, который вам нужен. А тогда, когда вы кому-то уступаете, например, уступаете мужу, ну ладно, я, в общем-то, смирюсь, что в доме нет русской печи. Или муж, например, ну ладно, я смирюсь, что в доме есть русская печь. Вот. Ну, здесь, конечно, могут быть какие-то споры и трения, но важно, чтобы вот эти главные критерии, по которым вы выбираете дом, у вас более-менее где-то соприкасались, совпадали, и тогда вы найдете именно то, что вам по душе, да. Каждый человек, исходя из своих собственных каких-то страхов, убеждений, целей, ценностей, обстоятельств жизненных, выбирает по себе дом, понимаете? И если вы на других будете ориентироваться, а не на себя, вы никогда не найдете то, что вам нужно. Поэтому ориентируйтесь прежде всего на себя. Да, учитывайте какую-то информацию, которую до вас доносят, учитывайте. Но самые важные критерии обязательно берите вот отсюда, из сердечка своего. Подводя итог, действия из сомнений и страхов никогда вас не приведут к тому, к чему вы хотите прийти. Убирайте все свои страхи. Страхи очень просто убрать. Нужно изучать информацию. Изучать объявления, ездить на осмотры домов, спрашивать людей, разговаривать с местными жителями и так далее. Вот такой вот сбор информации, он нивелирует все ваши страхи, да. И чем больше вы домов посмотрите, тем больше будет понимание, что именно вам нужно, и тем меньше страхов, конечно же, будет. И знаете, очень важный момент вот здесь, знаете, какой? Нужно быть честным с самим собой, когда вы выбираете дом. Если вы честно себе признаетесь в этом, больше вероятность, что вы купите именно то, что вас устроит. Понимаете, о чем я говорю? Кстати, была такая смешная история, напоследок вам расскажу. Ездила я как-то на осмотр дома, и, конечно же, я смотрела на объявления и выбирала те дома, где санузел был вот именно в доме. Нашла я одно объявление, где было написано, что санузел находится в доме, и решила съездить на осмотр этого дома. Но фотографии санузла не было, но продавец заверил, что санузел находится в доме, вы приедете, все посмотрите и убедитесь. Я такая подумала, ну ладно, поеду смотреть. И, значит, приезжаю я на осмотр этого дома, значит, смотрю, здесь русская печь стоит, вот здесь вода вроде бы в доме есть, там отопление есть, все хорошо. И спрашиваю продавца, а где же у вас санузел? И он такой говорит, а вы повернитесь вот за спиной, смотрите, что у вас тут. Я, значит, поворачиваюсь, а там стоит шкаф. Ну, обычно такой старый шкаф, советский какой-то. Я говорю, и где же здесь туалет? И продавец открывает дверцу шкафа, включает там свет, и оказывается, там в шкафу стоит унитаз. Представляете? Вот. Туалет был действительно в доме, но в шкафу непосредственно. Вот это меня, конечно, очень позабавило. Там стоял чисто унитаз, то есть никакой плитки, ничего, вот просто как на горшок, извините меня, сходить, да. И, конечно же, этот вариант я уже не рассматривала. Тем более, что выяснилось, что в этой местности очень плохо ловит сигнал. То есть мобильный интернет там практически отсутствовал. Можно было только позвонить по телефону, и то не всегда. Постоянно пропадала связь. Вот. Были такие проблемы, и вот этот вот туалет в шкафу меня, конечно же, смутил, и я исключила этот вариант. В общем, вот, друзья, надеюсь, что вам это видео было полезным. Я максимально в деталях все рассказала, как есть. Если у вас есть какие-то еще вопросы, пишите их под этим видео, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там очень часто общаюсь со своими подписчиками, отвечаю на их вопросы в аудиосообщениях, в аудиоподкастах. Вот, можете писать туда, в Телеграм, я там обязательно отвечу. Надеюсь, что это видео для вас было полезным, и благодаря этому видео вы выберете именно то, что вам нравится, именно то, что вам по душе. Рада быть полезной вам. Ну а на сегодня все. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.